Эмиль Куэ – французский психолог и фармацевт, руководитель собственной клиники психотерапии. Он стоял у истоков принятия человечеством того факта, что наши мысли и убеждения могут существенным образом изменить не только наше физическое состояние, но и состояние реальности вокруг нас. Он был одним из первых, кто понял, что не сила воли приводит людей к скорейшему выздоровлению, а как раз наоборот. Бессознательные, безэмоциональные, позитивные мысли, прокручиваемые многократно вновь и вновь. К слову, метод аффирмации на сегодняшний день получил вполне научное обоснование. Экспериментально доказано, что человек действительно начинает верить в то, что многократно повторяет. Происходит это потому, что многократно повторенные фразы становятся частью нашего бессознательного, а именно оно, как известно, рулит всеми процессами в нашей жизни. Что такое наше бессознательное? Это склад того, во что мы безоговорочно верим. В этот склад установки поступают разными путями. К примеру, если мы слышим информацию из источника, которому полностью доверяем, или от очень авторитетного для нас человека, то такая информация может с одного раза стать нашим бессознательным убеждением, нашей верой. Это может быть как что-то хорошее, так и наоборот. Какая-нибудь негативная информация. Нужно быть предельно внимательным, чтобы в наше бессознательное попадало только хорошее и положительно на нас влияющее. Таким образом, если вы знаете свои негативные бессознательные убеждения, вам нужно как можно скорее от них избавиться. Таким образом, Куэ стал одним из первых, кто обнаружил феномен, который впоследствии стали называть эффектом плацебо. Какой вывод напрашивается из всего вышеизложенного? Главное во всем – это наша вера, как ни крути. Что нужно делать, чтобы поверить в какую-то информацию? Один из путей – необходимо повторять ее многократно, регулярно и постоянно. В среднем в течение 50 дней. Кому-то необходимо меньше времени, кому-то больше. Ну и, наконец-то, самая знаменитая фраза Эмиля Куэ, которую он рекомендовал повторять при любых проблемах. А звучит она следующим образом. «С каждым днем мне становится все лучше и лучше во всех отношениях». За один подход Куэ советовал повторять эту фразу не менее 20 раз, используя для счета четки с 20 бусинами. Повторять фразу необходимо без каких бы то ни было эмоций, просто так, как данность. Чем больше подходов в день, тем быстрее это убеждение протолкнется в подсознание. Вы можете составить свою фразу по этому принципу, немного изменив формулировку. Например, «Каждый день чудесным образом моя жизнь улучшается во всех направлениях». В общем, отталкивайтесь от того, в чем нуждаетесь больше всего в данный момент времени. Как только чувствуете, что в голову лезут негативные мысли, тут же начинайте проговаривать эту аффирмацию, и вы удивитесь тем позитивным изменениям, которые начнут происходить в вашей жизни.